Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 7 апреля, экстренный выпуск. Тема, которую мы обсуждаем, война. И я вам скажу, что практически все события, которые сейчас происходят и в России, и в Украине, и в целом мире, так или иначе связаны с войной. Войной, которую развязал президент России Владимир Путин на территории Украины. Пока что на территории Украины. Дальше будем смотреть. Уверен, что это не финал. Я имею в виду не финал геополитических амбиций Владимира Путина. Но опять-таки давайте подождем всему свое время. Итак, обсудим несколько тем. Начнем с смерти Владимира Вольфовича Жириновского. Вчера Жириновского отключили от аппаратов и систем, которые отвечали за его жизнедеятельность. Фактически смерть мозга можно было констатировать еще и около 1,5 месяцев назад. Держали Жириновского на аппаратах и на системах поддержания жизнеобеспечения изначально для того, чтобы дать возможность его партийному окружению и в целом блоку в администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, дать возможность Кириенко сориентироваться и нормализовать процессы как в партии ЛДПР, так и в политических кругах и финансовых кругах, которые были спонсорами и содействовали с ЛДПР, дать возможность прийти в равновесие и решить вообще, как быть и что делать дальше. После того, как началась война, Путин оттянул возможность физической смерти Жириновского, потому что в то время он считал, что смерть Жириновского вызовет ненужные движения в политикуме в российском, а во время войны это было бы излишне. Тогда считал он. Сейчас, когда ситуация на фронте далека от желаемого, для него, для Владимира Путина далека от желаемого, когда нет ярких побед, когда пока вообще непонятно, к чему была эта война, я имею в виду непонятно обывателю, вернее даже не так. Обывателю вполне возможно все понятно, потому что ему вливают то говно, которое ему пропаганда вливает в уши, обывателя, вероятно, вполне устраивает. Людям, которые мыслящие в России, которые соображающие, которые понимают, что происходит, для них важно. Я имею в виду даже из тех людей, которые поддерживают Владимира Путина, им важно понимание ситуации, реальное понимание ситуации. Они не видят побед, они не видят причин на сегодняшний день, к чему эта война, что побудило Владимира Путина начать войну. Были бы победы, было бы какое-то обоснование, побед нет, обоснований для этих людей, еще раз подчеркиваю, которые демонстративно поддерживают Владимира Путина. Но в то же время им нужны внятные и четкие ответы. Владимира Путина поддерживают по опросам, да, около 82-84% населения России. Я скажу, что, конечно, цифры не совсем верны, потому что многие боятся отвечать четко и на четко поставленный вопрос, но в то же время, как показывают опросы ФСО, которые дают более реальную оценку происходящему, все равно Владимир Путин имеет поддержку больше половины, опять-таки скромно скажем, да, больше половины населения России. Вернемся к смерти Жириновского. События в украинских городах Буча, Гостомель, Ирпень, мы уже обсуждали те события, и реакцию международного сообщества инкриминируют абсолютно обоснованно страны Запада совершенные преступления Владимиру Путину. И
Владимир Путин, безусловно ответственен за то, что произошло в этих городах. Но сейчас мы говорим не об этом. Сейчас мы говорим о реакции. Путин категорически не готов был э, такому, к такому ответу, к такой реакции бурной. Извините за тавтологию, когда мы обсуждаем реакцию и западного сообщества, и реакцию Владимира Путина. Так вот, Владимир Путин не был готов к столь, во-первых, к тому, что события в этих украинских городах будут обнародованы так быстро, вполне возможно после окончания войны, но не во время войны. И не был готов к тому, что реакция будет настолько жесткой. Не был готов к тому, что он полностью проиграет информационную войну, потому что информационные агентства западные первыми подхватили эти события. Первые показали, конечно, и Лавров, и окружение Путина рассказали, что это фейк, но их речи были неубедительны, скажем так. Ну, во-первых, потому что их речь — это откровенная ложь. Владимиру Путину важно сейчас, в это время, отвлечь внимание от событий на фронте, отвлечь внимание от предстоящих экономических проблем, да не только от предстоящих. Я думаю, уже многие наши уважаемые зрители и слушатели из России ощутили на себе те последствия санкций, которые были введены, и уверен, что это не конец. Мы об этом еще поговорим. Но вот Владимиру Путину важно отвлечь внимание, еще раз подчеркну, и от фронта, и от экономических проблем населения. Нужно какое-то шоу, нужна яркая эмоция, яркая вспышка в этом тусклом, я бы даже сказал, мрачном небе. И вот отключение от аппаратов и систем жизнедеятельности Владимира Вольфовича Жириновского дало повод создать такое событие. Смерть Жириновского в целом, и похороны, и события вокруг похорон, вокруг обсуждений будущего партии, будущего фракции в Госдуме. Это, безусловно, отвлечет на какое-то время внимание от фронта, тем более, что там сейчас готовят большое наступление российские войска в Донецкой и Луганской областях, для того, чтобы выполнить хотя бы одно боевое задание, боевую задачу, извиняюсь, хотя бы одну, и то, которая была поставлена уже постфактум после начала войны, это захват территорий Донецкой и Луганской областей в административных границах, для того, чтобы эти области обозвать полностью, уже в административных границах обозвать ЛДНР. Получится это или не получится, мы посмотрим уже в ближайшее время, но скажу точно, если не получится, наступление российских войск сорвется в этих областях, если не будет захвата, если останется ЛДНР в те границы, которые были до 23 февраля этого года, это вызовет массу вопросов именно у тех более-менее мыслящих людей, которые по тем или иным причинам, я сейчас не буду углубляться в эти причины, но по тем или иным причинам поддерживают президента России Владимира Путина и умеют анализировать какие-то события, даже на минимальном уровне. Возникает вопрос тогда, зачем все это надо было? Зачем нужны были те значительные потери, которые сегодня признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков? Я напомню, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал потери российских войск на территории Украины существенными. Еще раз подчеркну, существенными. Существенно — это на сегодняшний день более 20 тысяч человек. Существенные, действительно существенные потери. С тем, что сейчас готовится большая военная операция по захвату Донецкой и Луганской областей в их административных границах, будут довольно серьезные бои. Я думаю, многие из наших уважаемых зрителей и слушателей прекрасно знают, что наступающая сторона теряет как минимум в 3 раза больше людей, чем та сторона, которая обороняется. Поэтому готовимся к еще более существенным потерям со стороны российских войск.
Путин уничтожает российскую армию, буквально уничтожает российскую армию. Он уничтожил имидж России как государства миролюбивого. Он уничтожил имидж русского солдата, который был создан во время Великой Отечественной войны. Он уничтожил, еще раз подчеркну, он уничтожил имидж великой и могучей российской армии. До войны, которая началась 24 февраля, этого года, многие считали, как сейчас показывает практика, безосновательно, что российская армия – это вторая армия в мире. Сейчас Путин действиями российской армии на территории Украины дискредитировал любую информацию, которая была до этой войны о российской армии как о великой и могучей. Теперь давайте перейдем к тем событиям, которые не просто происходят на фронте, но которые так или иначе формируют повестку, в том числе и вокруг событий на этой войне. Итак, Швеция и Финляндия в ближайшее время будут готовы подать заявку на вступление в НАТО. Песков сказал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не волнует и не беспокоит руководство Российской Федерации. Прекрасно. Интересно, девки пляшут, да? Теоретически вступление Украины чисто теоретически возможно было лет через 10-15 при идеальных, благоприятных для Украины условиях. А Финляндия, которая граничит с Россией, и Швеция, которая находится довольно близко от России, ну ладно, Швеция, Финляндия. Вступление Финляндии в НАТО абсолютно не беспокоит российское руководство. Да понятно, что абсолютно не беспокоит. Уже обосрались полностью на территории Украины, полностью обосрались. Ни одна боевая задача на сегодняшний день не выполнена. Мариуполь до сих пор взять не могут. Херсон брали 12 дней, пока наконец взяли. Сейчас посмотрим еще, сумеет ли удержать. О какой Финляндии может идти речь? Теперь уже абсолютно ничего не беспокоит. Теперь уже даже если Беларусь вступит в НАТО, российское руководство вряд ли это побеспокоит. В свете этих событий. Прекрасное высказывание Пескова. Замечательно показывает отношение к происходящему российского руководства. Песков также, мы сейчас обсуждаем слова Пескова, потому что сегодня он сделал несколько громких заявлений. Также Песков сказал, что он надеется, что в ближайшем обозримом будущем Россия достигнет своих целей, имеется в виду цели этих спецопераций, вернее войны, или все закончится путем переговоров. Я вам скажу большой секрет Полишинеля. Украина с каждым днем все более и более ужесточает свои давайте не назовем пока это еще требованиями по отношению к России, но условия заключения мирного соглашения. Я не уверен, что мирное соглашение будет заключено. Скорее всего, то, что будет заключено, будет, скорее всего, называться перемирием. У меня большие сомнения по поводу мирного соглашения, но вот в той повестке, которая существует на переговорах между украинской и российской делегациями, Украина на те условия даже, которые были еще во время обсуждения в Стамбуле между украинской и российской делегацией, уже меняет эти условия, уже меняет в пользу свою, безусловно. Потому что, несмотря на то, что Песков сказал, что Владимир Путин дал личное распоряжение по своей доброй воле вывести войска из Киевской, Сумской и Черниговской областей Украины, это, конечно, неправда. Обстановка вынудила дать согласие Владимиру Путину на вывод войск. Войска не просто были выведены, войска отступали с боями, были потери.
были довольно существенные потери. Не успели прибраться в Буче, не успели прибраться еще в нескольких городах. Были потери не только среди военнослужащих Российской Федерации, были потери и среди ЧВК, которые присутствовали в тех регионах. Оставили довольно большое количество техники в абсолютно работоспособном состоянии. И оставили позиции буквально. Давайте, опять-таки, не будем говорить глупости, не будем говорить, что это жест доброй воли со стороны Путина. Было отступление с кровавыми боями. Были довольно существенные потери и войск, и вооружений. Поэтому смотрим, что будет происходить, еще раз повторяю, на фронте в Донецкой и Луганской областях. Здесь кроется, как мне кажется, по крайней мере, может скрываться иголка в яйце у Владимира Путина. Давайте так, немножко иносказательно. Посмотрим. Есть определенные перспективы развития именно этого направления. Так, мы с вами обязательно увидимся, услышимся в воскресенье на итогах недели, которую мы подводим с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Возможно, будет еще один на этой неделе выпуск промежуточный. Многие спрашивают, почему выпуск экстренный. Я еще раз повторяю, пока идет война, каждый выпуск будет экстренным. Здесь, по-моему, все и всем понятно. На этом все. Наш проект, который мы готовим, во время которого мы расскажем о перспективах, которые мы, опять-таки, подготовили, политических, не только политических перспективах, а также немножко расскажем о том, что было выполнено нами в тот промежуток времени, когда мы активно действовали. Это мы более подробно все осветим. Я надеюсь, что мы этот проект запустим на следующей неделе, возможно, через неделю. Посмотрим, как будут развиваться события, посмотрим, насколько удачно будет развиваться ситуация, в том числе и в том деле, которое мы делаем. Извиняюсь, опять-таки, за тавтологию. Так, на сегодня это все. Если желаете нас поддержать, во-первых, поставьте лайк к этому видео. Мы благодарны вам за то, что вы нас смотрите, слушаете. Ваш лайк поддержит нас. Можете написать комментарий. У нас комментарии открыты. Комментарий должен содержать более 5 слов. Это может быть что угодно. Слова благодарности, слова поддержки. Либо ваше мнение по тем или иным соображениям или обсуждениям, которые мы здесь с вами проводим. По поддержке также можете подписаться на наш Patreon. Есть ссылочка в описании к этому ролику. Можете подписаться на спонсирование нашего канала, если вы смотрите на нашем канале Генерал СВР в YouTube. Можете помочь нам через криптовалютные кошельки, которые есть также в описании к этому ролику. На сегодня это все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас очень любим. Мы вас всех любим. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.